Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, вчера собиралась вам подарить эту работу, но очень устала и не смогла вчера снять ролик с этим ритуалом. Решила вам подарить сегодня. Поскольку я историк, естественно, я читала много исторических книг, изучала источники. И благодаря этим знаниям очень многое узнала для себя, очень многое взяла оттуда, очень многое записала и за основу моих работ. То есть они стали основой многих моих работ. Взяла их за основу. Когда-то я изучала жизнь купцов города Агулис. Это был богатейший город, и Ходжа Насреддин, известный путешественник, который на самом деле реальный персонаж, он существовал. Просто поскольку он был великий затейник и очень такой разумный, хитроумный человек, о нем слагают много легенд и много рассказов. Но на самом деле он реально существовал, он жил. Так вот, он когда-то описывает город Агулис, который сейчас, опять же, не наш, называется Айлисли, по-моему, или Айлис. Не знаю, как они переименовали наши города. И, честно, знать не хочу. Но он описывает Агулис как богатейший город. Очень красивый. Он говорит, словно я побывал в Париже. Люди все красиво одеты, библиотеки, значит, улицы из какого-то мрамора. Он даже не понял, то ли желтого мрамора или коричневого мрамора. И сравнивает с соседними поселениями, где там грязь, нечистоты и так далее. Но это не важно. И говорит, что он был изумлен и удивлен богатством города Агулис, красотой. И я скажу, почему Агулис был такой красивый, богатый город. Агулис принадлежал купеческой гильдии. И эти люди торговали от Санкт-Петербурга до Персии. Вообще армянское купечество, оно очень известно. Петр Великий еще издал указ, по которому позволялось армянским купцам без особых усилий вести торговлю, потому что он видел, что они развивают экономику. Когда Елизавета Петровна дала особое распоряжение по поводу армянских купцов, чтобы таможни пропускали их без особых трудностей, без больших пошлин, то в благодарность они ей преподнесли огромный бриллиант и икону, сделанную из, значит, части Ноевого ковчега, то есть оттуда взятые, поскольку и тогда еще экспедиция поднималась, и тогда еще в этой вечной мерзлоте какая-то часть ковчега, действительно, реально ковчег существует. Какой он, кто был на самом деле, настолько ли был всемирный потоп или одна часть Востока когда-то потопила, мы не можем сейчас точно говорить, и не в этой теме. Но в любом случае хочется сказать, что купечество очень большим уважением пользовалось во времена всех правителей, и особенно купечество города Агулис. И вот когда я изучала биографию, жизнь этих людей, чтобы понять, что происходило в то время, как жили люди, как жила вот эта вот купеческая каста, жила. И наткнулась на такую интересную историю про одного купца по имени Арташес, который перенял от отца дело,
которые в свое время отец перенял у деда, прадеда. То есть они были такие из поколения в поколение были купцы, да, родовитые такие купцы. И вот это вот потомственный род купцов, чем дальше, тем более богатый становился. Они были большие меценаты. И, по сути, очень много зданий построили в городе Агулис, который до сих пор есть, хотя там живут уже другие люди. И там рассказывается его история, что он перенял дело от отца после его смерти, и как-то дела пошли не так. И что бы он ни делал, он следовал совету своих предков, торговал так же, как и они. То есть, в принципе, он не переступал никакую черту. Он точно так же вел свою торговлю теми же товарами, но почему-то его дело не продвигалось. И он понял, что в скором времени может обанкротиться, разориться, и начал думать, как поступать. И его мать пошла к одной известной ведуньи. И эта женщина попросила прийти сына и взять в доме самую большую купюру, которая у них есть. Вот денежную единицу, которая у них есть. И он взял, еще во времена Екатерины Великой это было, он взял екатерининскую, значит, купюру, Катеньки их называли, то ли десятки, да, десятки Катеньки или сотки. Вот сейчас точно не помню, но одна из больших купюр, потому что купюры Екатерины II были разные, в принципе, и они все назывались Катеньки, но были более большие купюры, малые. И он берет именно как бы купюру бумажную и идет к этой женщине. И эта женщина дает ему карандаш, или, да, карандаш, по-моему, было написано, и говорит, напиши, ну, тогда по-другому называли, тогда сажей писали, карандаши из сажи существовали. То есть природные, не пишет он, ой, как он там, уже забыла от усталости слова. Да, не чернилами пишет, а именно карандашом, чтобы материал природный был. И говорит, напиши твое имя наверху купюры, а внизу напиши дату своего рождения. И что-то начитывает на эту купюру и отдает ему. Он расплачивается с ней, оплачивает ее работу, благодарит и уходит, не особо веря в это все. И через некоторое время замечает, что в его жизнь приходят только большие купюры, что его торговля идет на зависть другим. И одним словом, он практически не просто возвращает свое богатство, он еще и добавляет сверху. И эту купюру передает по наследству. И вот в их семье агулийских купцов от их прадеда Арташеса осталась эта купюра времен Екатерины Великой. И даже когда они потеряли этот город, даже когда уже переселились оттуда, ушли, даже когда уже этот город был захвачен другими, в любом случае семья Арташеса это все с собой забирает. И вот они рассказывают, что прошло много поколений, они так и не поняли, в чем был секрет этой купюры, но факт в том, что после того, как он посетил эту женщину, после того, как она научила, как нужно делать, дела Арташеса пошли вверх. А какие слова она произносила, и какие слова она сказала ему и научила чему, они не знают. Но праправнучка этого купца с удивлением замечает, что даже невзирая на то, что они ничего не начитывают, ничего не делают, но эта купюра стала как талисманом их семьи, она приносит им удачу.
И они боятся ее потерять. То есть вот рассказывает об этом. Это было, ну вот эта книга была издана, написана где-то в 80-е годы, еще до моего рождения даже. И вот я прочитала эту историю, естественно, она меня заинтересовала. И вы знаете, на тот момент я взяла дома самую большую купюру, которая у меня была. И скажу честно, это было 1000 рублей. Я просто... есть вещи, которые нельзя говорить. То есть нельзя говорить то, что это твои личные наработки, что тебе помогает, что для себя ты делаешь. Поэтому я много распространяться не буду. Я составила несколько различных заговоров и испробовала их. И сильнее всего сработал заговор с вызовом, опять же, духов богатства. Поскольку здесь нужно было составить маленький, но очень удобный заговор, который можно произносить, я составила такие маленькие заговоры, и сильнее всего сработала с духами богатства. Все-таки, когда касается денег, вот таких быстрых, легких заговоров, наверное, лучше применить именно вот такие призывные заговоры, призыв сразу же, чтобы направить, да, свою энергию, свой призыв и свои слова к этим силам, к которым уже обращались, и они помогают быстрее в таких случаях. Итак, показываю, что нужно делать вам. Берете самую большую купюру, которая у вас дома есть. Если у вас дома 10 тысяч рублей, значит, берите 10 тысяч. Если у вас, ну, если вы живете в другой стране, доллары, естественно, берите самый большой доллар, который у вас есть. Не знаю, 500 долларовый есть, 1000 долларовый, может быть, 200 долларовый, ладно уж. Но в любом случае, самую большую в доме купюру. Вот, самая большая 5. 10-тысячная когда-то была, но не нашла я, наверное, потратила, где-то лежал. Чаще всего у нас 5000. Наверху пишите имя, поскольку меня так и зовут, и все знают меня по этому имени, да, называют этим именем. И это и есть мое имя, которое мне приносит, скажем, как бы правильно, мой заработок, да, те суммы, те деньги, которые я зарабатываю, это именно вот под этим именем. Это уже мое имя, и даже не второе имя, а первое имя, я бы сказала. Поэтому я написала именно то имя, которым я стала известна. Внизу, значит, дата рождения. И написать нужно карандашом. Это карандаш, не ручка. Далее. Начитываете 6 раз этот заговор. Сейчас, секунду. Хотя здесь 7 духов богатства, но читать нужно 6 раз. Так быстрее и лучше срабатывает, потому что 6, сами знаете, это такая мистическая цифра. Значит, начитывайте и кладете в кошелек. Хочу вам сказать, что бывает соблазн потратить эти деньги. Ну, например, вы что-то хотите купить, вот не хватает 5000, предположим, тогда, когда еще картами особо не пользовалась, бывало такое. Лучше не покупать ничего, но эти деньги никому не отдавайте. Вы отдадите свою удачу. Тратить нельзя. Ничего нельзя делать с этими деньгами вообще. Это неприкасаемая купюра. Потому что если вы отдадите или
попадут они в чужие руки или потеряете, вам придется потом восстанавливать свою денежную силу. Это я просто вам говорю. Поэтому, если вы не уверены, что кроме вас еще кто-то там в кошелек ваш полезет, или дети вытащат оттуда без спроса, или муж. Знаете, один раз я одной семье сделала подобный ритуал, не именно такой. И ее долбанутый мужик оторвал эту купюру из-под, значит, из-под стола, где там она закрепила, приклеила. И пошел, купил сигареты. А потом после этого долго приходилось восстанавливать ее денежную энергию. Когда это повторилось несколько раз, мне это надоело, и я их послала куда подальше. Потому что если вам человек объясняет, надо делать как надо. А вот пришлось потратить. Если это последняя купюра в доме и больше нет денег, то, конечно, этот ритуал трогать не стоит. Но я не думаю, что те люди, которые смотрят, прям вот не смогут позволить себе взять самую большую купюру и не потратить. Если что-нибудь с ней случится, ну, например, я не знаю, что там может случиться. От сырости что-то там случится с этим всем, да, с этими деньгами. Ну, сможете стереть, сотрите свои данные оттуда, но не тратьте, положите куда-нибудь. Она сама пропадет, значит пропадет. Вы не должны из рук в руки кому-то передать. Вы не должны это нигде оставить. Здесь запечатляется ваша энергия. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Значит так. Начитывайте 6 раз, кладете в кошелек. Время от времени можете вытащить из кошелька и начитывать, держа в руке. Время от времени, усиливая, передавая этим деньгам свою энергию. Вот есть люди, которые не любят пересчитывать свои деньги, потому что они не хотят расстраиваться. Они боятся, что там будет мало, и у них настроение упадет. Лучше не знать, сколько там. Вы не правы. Вы, пересчитывая деньги, передаете им свою энергию. Я замечала вот из личного опыта в жизни, люди, которые любят пересчитывать свои деньги, у них всегда много денег приходит. Люди, которые скомкали, положили, не хотят даже смотреть туда, потому что там мало денег и не хотят расстраиваться, у них постоянно денежные проблемы. Не бойтесь взаимодействовать со своими деньгами, передавать им свою энергию. Так, заговор следующий. Ой. О духе богатства. Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Даг, Атан. Через эту купюру тяните ко мне богатство. Пусть идут ко мне вечные потоки денег. Большие и огромные суммы. Роскошь и достаток, золото и серебро, алмаз и жемчуг, меха и шелка и иное добро. Отныне и до веку. Доля моя богатая, истинно так, заклинаю. О духе богатства, Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Даг, Атан. Через эту купюру тяните ко мне богатство. Пусть идут ко мне вечные потоки денег, большие и огромные суммы, роскошь и достаток, золото и серебро, алмаз и жемчуг, меха и шелка и иное добро. Отныне и до веку, доля моя богатая, истинно так, заклинаю. О духе богатства, Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Даг, Атан. Через эту купюру тяните ко мне богатство. Пусть идут ко мне вечные потоки денег, большие и огромные суммы, роскошь и достаток, золото и серебро, алмаз и жемчуг, меха и шелка, иное добро. Отныне и до веку, доля моя богатая, истинно так, заклинаю. О духе богатства, Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Даг, Атан. Через эту купюру тяните ко мне богатство. Пусть идут ко мне вечные потоки денег, большие и огромные суммы, роскошь и достаток, золото и серебро, алмаз и жемчуг, меха и шелка и иное добро, отныне и до веку.
Доля моя богатая, истинно так, заклинаю. Вы можете рекомендовать своим мужьям, своим детям то же самое. Начитать и держать в кошельке. И ни в коем случае не тратить. Это, естественно, не смертельно. Это понятно, что не страшно. Ну и даже если так получится, в любом случае это возможно восстановить. Но не нужно рисковать. Зачем восстанавливать по новой и снова, если вы уже начитали и к вам это приходит? Если человек хочет жить в достатке, то ему никто не сможет в этом помешать. Это я к тому, что если люди хотят хорошо жить, если люди хотят зарабатывать хорошо, если люди хотят, чтобы их работа давала результат, и они мастера своего дела, неважно, чем они занимаются, если люди хотят притянуть еще и удачу к себе, они этого добьются. Добьются они этого разными ритуалами, разными заговорами, да, и прочее, прочее. То, что я, по крайней мере, дарю вам. Просто когда люди говорят, что вот, у меня ничего не получается, я даже не знаю, что делать, а может, вы сделаете, такому человеку помочь невозможно. Потому что он не хочет. Он выбрал легкий путь. Это жаловаться, это просить, это ждать, пока за него кто-то сделает. И такие люди никогда ничего не добьются. Я с такими людьми даже не разговариваю. Когда они говорят, я вот делал, там не получается, я говорю, не получается у тех, кто ничего не делает. А вот я вот читала там, я говорю, что вы прочитали конкретно? Долгая пауза, я понимаю, что она ищет в моих ритуалах, чтобы мне ответить. Но я уже, у меня это отточенное мастерство, понимаете? Я уже это знаю. Я уже и немного и психолог, а может и много. И прекрасно понимаю, если человек читает, он сразу тебе говорит, вот это вот я читал. Нет, она ищет и вот отправляет мне какую-то там работу, первую попавшуюся. Вот я читала вот это. Я говорю, а как вы делали? Опять некоторое время, пока она там изучит, немного послушает, что там надо делать. Вот я принесла, там что-то сделала, я говорю, все, разговор окончен. Или самое смешное, я не знаю, как надо делать. Не знаешь, включай, и там сказано. Что значит, как делать? Я не понимаю. Вот например, как макароны жарить, да, сделать. Там сказано, вот берешь макароны, покупаешь, значит, делаешь что, кипятишь воду. Вот все сказано, вот так и делаешь. Что значит, я не знаю, как делать? Ну, вот там сказано, на мак читаешь, берешь мак, покупаешь, начитываешь, нужно рассыпать или там, где ты работаешь, или в кошелек. Если на купюру читать, берешь купюру, начитываешь, кладешь в кошелек. Что значит, я не знаю, как это делать? Вот объясните мне. Ведь там сказано, правда? Там не сказано, вот бери того, не знаю чего, читай не знаю что, не знаю сколько раз и не знаю, что делать дальше. Вот, так вот, друзья мои, человек, который хочет жить хорошо, он будет жить хорошо. Как Чехов сказал, хочешь быть счастливым, будь им. Вот хочет он жить хорошо, в достатке, он хочет иметь деньги, он хочет добиться успеха в своем поприще, он этого добьется. Он этого добьется. А если он не хочет, он найдет миллион причин, чтобы этого не делать. Плакать, ныть, переживать и так далее, и так далее. На этом все. Желаю вам удачи. И пусть какая-то удача, то есть часть удачи того купца, который, благодаря которому, да, и благодаря рассказу его потомков до нас вот этот метод дошел, и он очень рабочий. Он очень помогает. Живите хорошо, живите в достатке. Потому что если вы хотите кому-то помочь, вы сами должны хорошо жить, чтобы было из чего помочь другому человеку. Всем удачи!